Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео хочу рассказать о том, как можно объединить несколько модулей EEPROM друг с другом, тем самым увеличив суммарный объем их памяти. Так как на момент записи видео чип 24 LC512 с объемом памяти 512 килобит или 64 килобайта является самой старшей моделью в линейке чипов последовательной энергонезависимой памяти от компании Microchip, и объединять мы можем до 8 таких чипов, то максимальный размер EEPROM памяти, который мы можем получить, составляет, соответственно, 64 на 8 512 килобайт, то есть целых полмегабайта энергонезависимой памяти. Почему именно 8 максимальное число чипов для объединения? Это связано с методом задания адреса каждого чипа. Для обращения к нему со стороны микроконтроллера адрес каждого чипа должен быть уникальным. И этот адрес чипа мы задаем, подключая пины с 1 по 3 к земле или к питанию. Если пин подключен к земле, то в соответствующей пину позиции адреса появляется 0. А если к питанию, то единица. И так как пинов у нас всего 3, то различных вариантов адресов может быть всего 8. Для примера возьмем 3 модуля памяти разного номинала. Первый чип 24LC02 имеет объем памяти 256 байт. Второй чип 24LC32 объемом памяти 4 килобайта. И третий чип 24LC512 объемом памяти 64 килобайта. Размещаем чипы на макетной плате по следующей схеме. Первым у нас будет чип 24LC02 объемом 256 байт. Подключаем его мы также, как разбирали в ролике о подключении модуля EEPROM к Arduino Uno. То есть пины с 1 по 3 к земле, что дает нам привычный адрес 50 в 16-ричной системе. Пин 5 SDA и пин 6 SCL подключаем к пинам A4 и A5 Arduino Uno соответственно. Четвертый пин GND и седьмой пин защиты от записи подключаем к земле, а восьмой пин к плюсу макетной платы. У второго чипа 24LC16 к земле подключим пины 2 и 3, а пин 1 подключим к плюсу макетной платы. Это даст нам адрес 51. А у третьего чипа к земле подключим пины 1 и 3, а пин 2 подключим к плюсу макетной платы. Это даст нам адрес 52. Отдельно подключать пины передачи данных SDA и SCL каждого модуля памяти к пинам микроконтроллера не нужно. Благодаря тому, что у нас каждый модуль памяти имеет свой уникальный адрес, микроконтроллер разберется, куда что писать. Так что к 4 и 5 аналоговому пину Arduino мы подключаем только пины первого модуля памяти. А далее последовательно соединяем одинаковые пины модулей памяти SDA одного с SDA другого и также с SCL. Для проверки записи данных воспользуемся следующим скетчем. После подключения библиотеки Wire определим константы с адресами каждого из модулей, соответствующих схеме его подключения. И далее идет функция, в которой мы записываем 1 байт данных в выбранный адрес памяти выбранного чипа. Важным моментом является проверка, что речь идет о первом чипе с адресом 50, так как у модулей объемом памяти 256 байт и менее адрес ячейки памяти, в которую мы будем производить запись и, соответственно, последующее чтение, задается при помощи всего 1 байта. То есть в этом случае у нас будет всего одна строка wire write. Далее идет функция чтения 1 байта из выбранного модуля памяти. И в функции setup мы будем осуществлять последовательную запись разных значений в каждый из модулей памяти, а затем считывание и вывод в монитор порта. Загружаем скетч, открываем монитор порта. И видим, что правильно выводятся записанные в каждый из модулей EEPROM значения. А значит, у нас модули памяти рабочие, и мы все подключили правильно. Теперь попробуем хранить во внешней памяти что-то более полезное.
Например, картинки для светодиодной матрицы, как мы делали в одном из прошлых видео. Только в отличие от того видео, картинки будем хранить в более компактном 8-битном формате. Как преобразовывать картинки из 24-битного формата в 8-битный и сэкономить 2 байта на каждом пикселе, я рассказывал в прошлом видео. Ссылка в описании и в подсказках. В первом скетче мы будем осуществлять запись картинок в EEPROM память. Здесь после подключения библиотеки Wire и массива с картинками создаем два массива. Первый с адресами модулей памяти, которые соответствуют их подключению. Это наш первый модуль памяти, второй и третий. А во втором массиве размер памяти каждого модуля в байтах. Информацию мы будем записывать блоками по 16 байт. Какой бы чип у нас ни был, его размер памяти в любом случае будет кратен 16 байтам. Записывать данные мы будем сплошняком, не задумываясь, в какой именно чип мы пишем. У нас есть определенный объем информации, который нужно записать, а программа должна сама определить, в какой именно модуль памяти нужно производить запись в каждый конкретный момент. Именно этим и занимается функция EEPROM WriteBlock. Мы ей передаем блок данных для записи из 16 байт и адрес, в который эти данные нужно записать. А функция уже определяет номер чипа, в который нужно будет записать блок данных, и адрес памяти для записи внутри самого чипа. Также, если мы зададим адрес, который превосходит суммарный объем всех подключенных модулей памяти, у нас появится сообщение об ошибке. После того, как мы определились с чипом и его внутренним адресом памяти, производим в него запись. В функции setup мы, как и прежде, выделим 32 байта для записи служебной информации. Здесь у нас хранится число анимаций и количество кадров каждой анимации. А также может храниться, например, частота смены кадров для каждой анимации или ее уникальная цветовая палитра. Далее записываем картинки в EEPROM и в конце выводим результат в монитор порта. Загружаем скетч, открываем монитор порта и видим, что записали мы 1568 байт, и все это у нас заняло 672 миллисекунды. Это означает, что мы полностью заполнили первый чип памяти и примерно на треть заполнили второй чип. Было бы у нас больше картинок, заполнили бы целиком и второй чип и перешли бы к третьему. И еще напомню, что в видео, где мы тратили по 3 байта на каждый пиксель, а фактически записывали по 4 байта в память, скорость записи подобным же образом составляла у нас 2670 миллисекунд. Теперь прочитаем записанные данные и выведем картинки на светодиодную матрицу. Для этого у нас служит другой скетч. Здесь мы также определяем адреса и размеры модулей памяти, настраиваем работу светодиодной матрицы и считываем информацию блоками по 32 байта. Так еще быстрее, чем по 16 байт. Про ограничение в 32 байта при работе с библиотекой Wire я рассказывал в отдельном видео. Переходить между анимациями мы будем по нажатию на кнопку, которая подключена ко второму пину Arduino. С использованием внутреннего подтягивающего резистора, и работает она у нас по аппаратному прерыванию. О кнопках тоже было в отдельном видео, ссылка в подсказках. Загружаем скетч в Arduino, подаем питание, и вот у нас сначала воспроизводится эффект бьющегося сердца, который состоит из 2 кадров. Нажимаем на кнопку и переходим к эффекту огня, который состоит из 4 кадров. Таким образом мы распределили картинки по 2 модулям памяти EEPROM. Было бы у нас картинок больше, можно было бы распределить по 3 модулям и так до 8 штук. То есть по такой схеме можно сохранить до полумегабайта данных в EEPROM. Спасибо за просмотр. До встречи в новых видео.